Что общего между термодинамикой, изучающей принципы тепловых машин, и биологией, исследующей жизнь, живое? Ничего общего, ответила бы улитка, сумей бы объяснить ей, что такое паровоз. Начало термодинамики занимают совершенно особое место среди законов природы. Нет такого явления, к которому этих законов нельзя было бы применить. Количество тепла, сообщенное системе, увеличивает ее внутреннюю энергию и тратится на совершение работы. Процесс, единственным результатом которого явилось бы превращение тепла полностью в работу, невозможен. С законами термодинамики связано определение энтропии системы. В связи с этим два закона термодинамики формулируют так. Энергия изолированной системы всегда постоянна, а энтропия возрастает. Величина энтропии мертвого паровоза будет возрастать, пока он не рассыплется на атомарные обломки. Итак, термодинамика была наукой о тепловых процессах. Однако ее принципы находили все более широкое применение. Лет 100 назад стало ясно, что между биологическим объектом и средой существует обмен энергией, и к явлениям жизни могут быть применимы обычные законы термодинамики. Но вывод из второго закона приводил к мрачному итогу. Вследствие увеличения энтропии и переходу к состоянию термодинамического равновесия должен наступить конец жизни. Как же живое избегает перехода
к термодинамическому равновесию. Всеобщая борьба за существование не есть борьба за вещество, это также не борьба за энергию. Это борьба за отрицательную энтропию, становящуюся доступной при переходе от пылающего солнца к холодной земле. Любой организм поглощает извне отрицательную энтропию, а точнее свободную энергию, и образует энтропию положительную. Соотношение потоков положительной и отрицательной энтропии определяет судьбу организма, его рост, деградацию, смерть. Живые системы живут за счет других живых систем, подобно тому, как эта машина совершает работу за счет пожирания угля. В биологической системе наряду с деградацией энергии идет постоянное поступление энергии и веществ извне, причем процессы эти необратимы. А что касается времени, то термодинамика необратимых процессов исследует и динамику, и направленность моделируемых явлений. Попробуем нарушить закон необратимости времени и дадим возможность этой машине прожить жизнь заново, на этот раз в биологическом смысле. Паровоз мчится под гору. Ему легко. Теперь движение в гору. Для совершения работы требуется больше энергии, следовательно, увеличивается выброс положительной энтропии. Общая энтропия открытой системы может изменяться за счет процессов обмена со средой и вследствие внутренних необратимых изменений. В стационарном состоянии скорость возникновения энтропии внутри системы стремится к минимальному положительному значению, и живая система живет и совершенствуется, извлекая отрицательную энтропию
из окружающей среды. У нашей знакомой есть шанс стать совершеннее. Правда, кое-кому пришлось бы за это расплатиться возрастанием собственной положительной энтропии. В определенном смысле мы пожиратели Солнца. Мы живем, а оно медленно сгорает, отдавая нам энергию и повышая свою энтропию. Конечно, не беспредельно, но лет на 5 миллиардов должно хватить. В системе одновременно протекает множество внутренних процессов. При этом некоторые из них идут с увеличением энтропии, другие с ее уменьшением, за счет энергии, выделенной в первых процессах. В связи с этим важной характеристикой, определяющей жизнеспособность организма, является сопряжение скоростей изменения энтропии. Живая система – это своего рода энтропийный насос. Сейчас его звенья работают в согласии друг с другом. Здесь важно понять, что речь идет о действии общих термодинамических принципов на всех уровнях единства живого, от молекулярного до масштабов экологических. Изменим динамику процесса, нарушим регуляторный механизм и замедлим скорость пульсации в одном из участков цепи. Ритм нарушился, и последствия могут быть очень серьезны. А вот и результат. Так закончилась история рождения, жизни и смерти нашего паровоза. Он изо всех сил хотел подражать живому, поглощал, излучал и вымер в первом же поколении. Чего же ему не хватило до подлинного совершенства? Вернемся к тому эпизоду фильма, где игрушка еще была жива, и позволим себе вполне научную шутку. Чтобы быть взаправду живым, важен не только энергетический обмен со средой. Смотрите, что сейчас произойдет. Информационные волны окружают живое и неживое, и лишь для жизни они источник эволюции.
прогнозом заметим. В генном фонде эволюции остались лишь те, кто всю энергию отдал совершенствованию себя, вида, которому принадлежал, и экологическому сосуществованию с другими видами. Так что еще не все потеряно. Эволюция продолжается.